Есть вещь, о которой многие молчат в интернете, это зазволение типу Б. Все знают про разрешение на работу, когда ты устраиваешься в компанию, но это вещь, про которую все молчат. Да? И сегодня разберем эту историю, что за зазволение, как его получить и почему это важно. Ты прав, на самом деле. Начнем, наверное, с основ. В Польше вообще есть два вида разрешений на работу. Да, это разрешение типа А, это когда ты идешь в найм, и разрешение типа Б. Это когда ты являешься членом правления в компании. Соответственно, если ты являешься членом правления в компании и получаешь доход на промежутке более 6 месяцев в периоде финансового года, ты должен получить разрешение типа Б. Но более того, даже если ты не планируешь получать доход, а планируешь получить ВНЖ, тебе все равно придется получить разрешение типа Б, и все равно придется получать доход от компании. Ну да, то есть замкнутый круг. Есть исключения, наверное, это украинцы, да, которые сейчас... Есть ряд исключений, можем сразу их поговорить на самом деле. Это все, кто имеют сталый побыт или постоянное место жительства в Польше. Естественно, гражданам Украины они освобождены до конца сентября 2025 года. И, конечно же, гражданам ЕС. Я не буду говорить о нечастых случаях, но они все-таки случаются. На всякий случай проговорим. Если вы получили ВНЖ на гуманитарных основаниях, вы также освобождены от получения этого разрешения. Да. Всем остальным надо это получать. Must have обязательно. Я так понимаю, это белорусы в основном. Потому что, если украинцы отваливаются, да, они освобождены, то... Совершенно верно. В основном это сейчас белорусы или граждане Индии, Пакистана, Филиппин и так далее. Потому что на самом деле их тут много, и они тоже ведут бизнес, предпринимательскую деятельность. И весь нюанс и вся загвоздка в том, что об этом мало кто говорит. То есть, когда ты регистрируешь юрлицо, тебе ребята не говорят, что нужно это сделать. Когда ты идешь в бухгалтерскую канцелярию, тебя забирают на обслуживание компанию, осуществляют бухгалтерские услуги, но никто не говорит про то, что ты должен это делать. Это лежит в легальном поле, и если у тебя есть там личный консультант, который занимается твоей собственной легализацией в Польше, тогда это начинает всплывать. Или когда ты подаешься на ВНЖ, сидишь и ждешь, когда же ты его получишь, ты получаешь мотивированный отказ, потому что нарушил законодательство. У нас, например, я думаю, такие компании есть, это прям в чек-листе сразу написано, да, в момент регистрации, то, что мы знаем. Но действительно, немногих это есть. Давай обсудим, какие здесь риски, да? Почему это важно в контексте того, что тебе не выдадут ВНЖ, да? Что еще? Я сейчас могу насыпать... Тебя депортировать могут. Знаешь, моего знакомого депортировали за это? Нет. У меня, могу рассказать. У меня есть знакомый, которого депортировали за то, что у него не было разрешения типа Б. Он открыл спилку со своей женой, и его... жену, я думаю, тоже, но я за него знаю, что их депортировали. Он судился с ними 3 или 4 года. Он проиграл даже высший суд, высшей инстанции. Из-за такой, казалось бы, мелочи депорт. Представляешь? Представляю, но на самом деле я, наверное, всех обрадую. Потому что редко, когда кого-то депортируют за отсутствие разрешения типа Б. Обычно это происходит следующим образом. К тебе приходит страж граничного с проверкой в компании, говорят: опа, а где твое разрешение? Если ты разумный человек, ты, конечно же, не будешь лезть на рожон, не будешь с ними спорить, скажешь: извините, пожалуйста, я все сделаю. Как правило, дают месяц-два на устранение данного вопроса, ты должен быстренько податься и получить, собственно, то самое разрешение типа Б. Ты прав, есть варианты депортации с ограничением права въезда даже в ЕС. Допустим, там 6 месяцев, да? Но самое страшное, на самом деле, это не депортация, да, и от стражи граничной. Самое страшное – это то, что ты не можешь управлять нормально бизнесом, пока ты не находишься рядом, пока ты не находишься в стране, где ты его ведешь. Да. Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересна легализация в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и внизу напишите комментарий. А если вы хотите, чтобы мы поработали над вашей легализацией, над вашим кейсом, то внизу под видео вы найдете все ссылки. И продолжаем смотреть выпуск. Классно. Алгоритм давай обсудим. Что для этого нужно? На самом деле все просто. Всем расскажу и покажу даже. А еще мы оставим чек-листы, чтобы каждый мог это сам получить. Смотри, какая штука. На самом деле требования к получению разрешения типа Б идентичны требованиям к получению ВНЖ на основании хозяйственной деятельности. Что это значит? Это значит, что у нас есть 3 варианта на выбор.
И одно из условий мы должны выполнить. Первое условие – это показать доход в виде 12 среднестатистических зарплат по воеводству в периоде финансового года. Для тех компаний, которые не закрыли финансовый год, они не могут этого показать. Соответственно, смотрим на другие два. Второй вариант – это нанять сотрудника на работу, который не требует дополнительного разрешения на территории Польши. То есть поляка. На умову о праце берем 2 поляков и на основании этого получаем это разрешение типа Б. Чем редко пользуются, я так понимаю? Чем редко пользуются, но сейчас... Тенденция такова, что переезжает очень большой бизнес, который нанимает сотрудников. Мало кто об этом знает, но когда мы четко понимаем, что мы выполняем эти критерии, то получить разрешение типа Б на этом основании тоже можно. Если мы не нанимаем, такое бывает, это нормальная ситуация, потому что только открылся бизнес, только запустился, нужно время, чтобы раскачаться. Мы пишем бизнес-план, в котором обосновываем, как мы эти деньги заработаем в периоде финансового года. Я сейчас говорю про вот эти 12 среднестатистических зарплат по воеводству. Не хочу называть точную цифру, потому что, во-первых, она постоянно меняется, но на начало 2025 года она составляет уже порядка 100 тысяч злотых в виде прибыли, зафиксированной в компании. То есть с этой суммы нужно будет заплатить налог ТИК 9%, если ты малый бизнес и не вышел за пороговое значение, да, и тогда у тебя все будет хорошо с точки зрения получения этого разрешения. Плюс к этому, если мы пишем бизнес-план, управлению по делам иностранцев важно видеть перспективу. То есть они должны понимать, чем занимается твой бизнес. То есть нужно подготовить описание хозяйственной деятельности, детально расписать, чтобы человек без высшего образования понял, что ты делаешь просто-напросто. Плюс к этому, если есть возможность, то предоставить какие-либо контракты с контрагентами, чтобы показать долгосрочность перспективы и того, что мы выполним вот это финансовое условие в виде 12 среднестатистических зарплат. И, конечно же, нам нужно показать собственную прибыль для жизни в Польше. То есть мы должны получать в руки деньги, которых хватит на оплату аренды жилья, на прожиточный минимум, на себя, супругу, детей и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, получили прибыль, зафиксировали, заплатили 9%, деньги выплатили себе в виде ухвалы, заплатили ПИТ, заплатили складку здравотную и получили в руки деньги, которых будет достаточно для того, чтобы спокойно проживать в Польше. Вот такие вот абсолютно простые условия. Список документов оставим в описании для того, чтобы каждый мог пройти этот процесс самостоятельно. Как это технически происходит? Осуществляется это на самом деле очень просто и легко сейчас. Подача документов в электронном виде, оплата госпошлины и ждем ответа от воевода. Если каких-то документов будет не хватать, если что-то будет непонятно по кейсу, они обязательно напишут электронное письмо, на которое нужно будет написать быстро мотивированный ответ. Окей. Какие-то еще есть нюансы, риски, что важно людям знать, помнить? Как долго это разрешение получается? В Варшаве, и если мы говорим про Мазовецкое воеводство, если правильно, хорошо сложить документы, действительно все по чек-листу как положено, это от месяца до 1,5 максимум. Но бывают случаи, когда эти периоды затягиваются. И важно понимать, что перед тем, как ты идешь подавать документы на ВНЖ, у тебя должно быть получено разрешение типа Б. Потому что в первый месяц после личной подачи документов в Управление по делам иностранцев проверяют абсолютно все. И отсутствие этого разрешения может повлиять потом на получение непосредственно ВНЖ. А вот я о чем подумал. У тебя еще нет разрешения типа Б, но тебе уже надо выводить выплаты членкам зажонту. У тебя есть на это 6 месяцев, отведенное законодательством. Тебе дается от момента регистрации компании 6 месяцев для того, чтобы ты получил данное разрешение. Понял. И оно касается только директоров. То есть не касается учредителей, инвесторов. Это ребята, которые могут получать деньги в виде дивидендов без получения дополнительных разрешений. То есть это презес, альбо членок зажонту, которые должны такое... Совершенно верно. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.